Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Конфликт между Израилем и Ираном может сказаться на поставках СПГ, в первую очередь на поставках Катара. Увидим ли мы еще раз газ по $1000 или, может быть, даже дороже? Александр, вам слово. Вроде бы ни Израиль не поставляет СПГ, вроде бы Иран никому не поставляет СПГ. Причем тут СПГ может быть? При том, что если мы посмотрим на карту, опять же, я надеюсь, ловкий монтажер только что вам ее начал показывать, то есть такая штука Ормузский пролив. А рядом с ним, по российским меркам рядом с ним, находится страна Катар. По крайней мере, знаете, еще раз, по российским меркам рядом находится страна Катар. И как вы видите, Катару для того, чтобы вывести на мировой рынок какие-то грузы со своей территории, вроде как необходимо Ормузский пролив проходить. И да, и нет, потому что часть грузов, конечно, Катар направлял, и отчасти направляет сейчас через ОАЭ. Но если мы говорим про сжиженный природный газ, то да, действительно, все поставки сжиженного природного газа из Катара зависят от судоходства, от свободы судоходства через Ормузский пролив. Кстати, дорогие друзья, особенно я обращаюсь к той части аудитории, которая рассказывала о том, что все, история в Сирии связана с катарским газопроводом в Европу. Как дела с вашим газопроводом? Вы уже строите его, все нормально, уже прокладываете? Пишите в комментариях, как там ваши работы в пустынях Ближнего Востока по прокладке труб из Катара через Сирию в Европу. Рассказывайте, пожалуйста. Ну, а мы пока поговорим про СПГ. Стратегия Катара, начиная с конца 20 века, по большому счету, как поставщика газа, была связана с производством и экспортом СПГ. Да, разумеется, была краткая история, когда Катар рассматривал возможность присоединения к проекту «Набуко». Это проект, который был анонсирован еще в 2002 году и предполагал строительство газопровода через территорию Турции для того, чтобы Каспийский и Ближневосточный газ направить в страны Европы. Проект был, мягко скажем, странный, потому что мы придумали трубу, но с поставщиками не договорились. Надо наоборот делать, если вдруг что. Вот я вам сейчас открою вообще страшную тайну. Сначала договаривайтесь с поставщиками, сначала подписывайте контракты, а потом занимайтесь трубой. Но в Европе немножечко по-другому считают, надо делать. Вот они решили, что надо сначала как-то вот трубой заняться, а потом поставщики подтянутся. Поставщики почему-то не подтянулись. Собственно говоря, для Катара поставки по трубопроводу в Европейский Союз выглядели не очень убедительно на фоне, еще раз подчеркиваю, уже реализовывавшейся на тот момент стратегии экспорта СПГ, на которую Катар, в общем-то, делал довольно серьезную ставку. Но почему бы не рассмотреть трубу? Можно через Сирию, можно через Ирак. Рассмотрев возможности поставок, Катар сказал: нет, спасибо, это как-то не очень интересно. Вот, мы будем строить СПГ-заводы. Для понимания, там инвестиционный цикл многолетний. То есть это не так, что вы сегодня деньги вкладываете, а завтра у вас уже СПГ пошел. Нет, вы составили проект, точнее, у вас есть ТЭО, у вас есть проект, вы привлекли финансирование, вы начали строить заводик, и вот где-то через 5-6 лет после первой стадии у вас заводик появляется, и начинаются первые поставки. Вот, и наиболее значимый прирост поставок СПГ в Катаре произошел на рубеже нулевых и десятых годов, при том, что Катар во многом ориентировался на рынок Соединенных Штатов Америки, то есть рынок США рассматривался как весьма дефицитный рынок. Предполагалось, знаете, прогнозисты, которые сегодня говорят, что зеленая энергетика всех победит, вот, они в нулевые годы рассказывали о том, что Штаты будут крупнейшим импортером СПГ. Поэтому, ребят, стройте заводики, везите все в США. Катар рассматривал возможность вот этого выхода на американский рынок, тем более, что как раз на рубеже нулевых и десятых годов ожидался всплеск импорта СПГ, и Штаты строили СПГ-терминалы. То есть терминалы – это для приема сжиженного природного газа. И когда мы говорим «Штаты строили», надо понимать, что строили частные компании, которые тоже
немножко ошиблись, поверив в прогнозы. Потом оказалось, что нет, ситуация совершенно иная. Тут сланцевый газ, тут растет свое производство, растет свое потребление, а СПГ уже не нужен. А тут еще мировой экономический кризис на рубеже нулевых десятых годов возник. Катар был вынужден часть газа перебрасывать, ну, потому что заводик уже запущен, вы же не будете амбарный замок на него вешать. Ну, давайте отвезем газ в Европу. В Европе в это время падало потребление на фоне экономического кризиса, потом оно поднимется, но вот в тот момент, когда заводы начали вводиться в эксплуатацию, оно снизилось. Закупки в России снизились, у других поставщиков снизились, тут еще Катар со своим газом, цены упали. Ну и, собственно говоря, Катар был не в восторге от такой ситуации. То есть у вас кризис, у вас, в принципе, цены на энергоносители упали, вы везете в Европу, ну там есть инфраструктура для приема СПГ и какой-никакой спрос. Из-за этого цены еще падают, потому что вы пытаетесь через биржу продать, у вас нет долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой. И получается, что вы продаете либо на грани себестоимости, либо ниже себестоимости. Вам это нравится? Нет, вам это не нравится. Поэтому не стоит удивляться, что уже в 2010-2011 годах, как только возникла возможность, Катар повез весь свой СПГ, ну, хорошо, не весь, 3/4 своего СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион, где сказали: ребята, мы готовы подписывать долгосрочные контракты. Подписали долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. Катар развернулся, сказал спасибо большое и повез большую часть СПГ в Азию. Собственно говоря, порядка 75-80% всего своего СПГ Катар и сейчас везет в Азию. И лишь 20% СПГ он везет в Европу. На европейском рынке Катар занимает, ну вот если мы большую Европу берем, то есть не только Евросоюз, а вообще вот все страны Европы, включая Великобританию, Катар занимает, ну, процентов, наверное, 15 сейчас, может, чуть меньше. Вот. То есть это значимый, крупный игрок, но не определяющий. Но значимый и крупный игрок, держим это в уме. Так вот, но основные покупатели катарского газа – это Китай. Там порядка 24%. Если что, у меня в телеграм-канале «Нефтегазовая игра» есть подробная разбивка, куда везет Катар газ, где он какую долю занимает, можно зайти посмотреть. Но суть в том, что Катар – это очень значимый игрок. Он занимает 2-3 место на данный момент по объемам производства СПГ и по объемам экспорта СПГ. Собственно говоря, на пиковые объемы, которые он сохраняет и сейчас. Он вышел как раз вот в самом начале десятых годов. То есть начал выходить в конце нулевых и вышел в начале десятых. Еще раз передаю огромный привет тем людям, которые говорят, что события в Сирии были связаны с тем, что Катар очень хотел трубу прокладывать через Сирию. Он очень хотел прокладывать трубу, поэтому именно в это время, когда он хотел прокладывать трубу, он изо всех сил строил СПГ-заводы, в которые начал вкладывать деньги в середине нулевых годов. Еще раз большой вам привет всем. Общий, так сказать, большой привет. Ждем ваших комментариев. Прибегайте, пожалуйста, рассказывайте о том, как вам это все представляется. Так вот, возвращаясь. Мы с вами сейчас наблюдаем следующую картину. Катар является одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире. Порядка 19% мирового рынка – это один только Катар. Мирового рынка СПГ, то есть есть некое мировое производство СПГ, около 500 миллиардов кубических метров газа в год. Это если мы из миллионов тонн пересчитываем в регазифицированные объемы. На 1,38 просто умножаете, и все, и получаете необходимую величину. Вот, Катар – это порядка 19%. Но там есть еще всякие скромные игроки типа Омана, ну и там Объединенных Арабских Эмиратов, которые тоже свой небольшой вклад на рынок СПГ вносят. Но ими можно даже пренебречь. Вот просто я разрешаю не смотреть на Оман, не смотреть на Объединенные Арабские Эмираты, потому что, их объемы, которые они поставляют, можно заместить. Худо-бедно можно либо напрямую заместить, то есть увеличив закупки газа откуда-то еще, либо просто сократив потребление газа на время, пока кризис не разрешится. Как можно сократить? Например, Китай в октябре 2021 года, когда, как мы знаем, из слов Европейской комиссии никакого энергетического кризиса не было, что вы. Так вот, Китай считал, что кризис есть, сама Еврокомиссия тогда еще считала, что кризис есть, уголь стоил там $300, газ стоил больше $1000 и стремился к 2000. Вот, чтобы минимизировать закупки газа, который стоит $1000 и более, Китай стал увеличивать свою собственную добычу угля, и довел его до
довел добычу сначала где-то до 14,6 миллионов баррелей, 14,6 миллиона тонн в сутки, потом до 15 миллионов тонн в сутки. Это огромнейшая величина, просто вообще что-то умопомрачительное. Вот. И этот уголь позволял увеличить выработку электрической энергии на угольных электростанциях и снизить выработку электрической энергии на газовых электростанциях, то есть снизить потребление газа, который сжигался для производства электрической энергии. И таким образом снижалось потребление газа вообще. Вот. То есть Китай может сейчас пойти по этому пути. Гораздо меньше возможностей у Японии, у Южной Кореи, у Индии, там у ряда других крупных игроков, располагающихся в Азии. Гораздо меньше возможностей у Европы. И при чем тут это все? Да при том, что, опять же, Катару для того, чтобы свой СПГ вывести, и это по-другому никак не сделать, просто вообще никак, необходимо идти через Ормузский пролив. И тут неважно, перекрывает пролив Иран. Ну, то есть говорит, стоп, машина, никому нельзя больше ходить через Ормузский пролив, иначе там стрелять будем. Стой, стрелять буду. Ну вот. Либо прокси какие-нибудь начинают, чьи-нибудь вдруг неожиданно стрелять в этом проливе. Вроде как официально никто ничего не перекрывал, но, знаете, всем становится очень неуютно. Сначала страховки возрастают, потом, в принципе, доставка возрастает, цена возрастает, себестоимость возрастает. Ну, цены растут, прерываются цепочки поставок, какие-то суда не доходят. В общем, начинается все то, что мы наблюдали в Красном море, но только в гораздо большем масштабе, потому что Ормузский пролив – это безальтернативная артерия, в отличие от Красного моря, через которую можно не идти, а можно обогнуть Африку. Здесь нет такого варианта. Вы, чтобы доставить катарский газ на мировой рынок, должны пройти Ормузский пролив, иначе никак. Ну вот. То есть, если вдруг с Ормузским проливом либо полностью он перекрывается, либо он частично перекрывается, потому что риски возрастают там. Кстати, может даже никто специально не стрелять по судам, но ракеты летают, какие-то ракеты сбивают, они падают. Если вдруг кто-то захочет рассказать, что в масштабах пролива, даже очень большой нефтеналивной танкер, если вот он будет проходить, или там газовоз, если будет проходить, он в масштабах этого пролива очень маленький, очень мало шансов, что именно по нему там на него упадет сбитая ракета. Это все здорово, я все понимаю, честно. Но страховка все равно вырастет. Потому что это фактически зона боевых действий, риски возрастают, и, извините, подвиньтесь, это что же? Вы нам столько денег заплатили за страховку, а на вас что-нибудь шлепнется, и мы вам сколько будем выплачивать? Не-не-не, давайте вы за страховку больше заплатите. А на кого в конечном итоге будет перекладываться растущая вот эта вот составляющая перевозки? Фрахт вырастет опять же, то есть страховка страховкой, но, понимаете, если газовоз будет поврежден, их же не бесконечное количество в мире, да, их очень много. Речь про сотни судов, про там что-то порядка 800-900 газовозов в мире. Это много, если что. Но, знаете, если вдруг один будет поврежден, второй будет поврежден, третий поврежден, или будет страшно бояться, что будет поврежден. Ну, то есть, какое-то обострение, стоп, мы не идем, мы ждем, пока все успокоится. Опять же, прерываются цепочки поставок. Они становятся менее ритмичными, менее равномерными. Фрахт начнет дорожать, страховка начнет дорожать. Мы это уже наблюдали при событиях в Красном море. Собственно говоря, похожих немножко событиях в Красном море, с той лишь разницей, что Ормузский пролив обойти нельзя. Вы либо идете через Ормузский пролив, либо стоите и ждете, когда там все нормализуется, и после этого идете через Ормузский пролив. По-другому никак. По крайней мере, для СПГ это на 100% так. И фактически сейчас что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, как выросли котировки газовые в Европе. Почему выросли? Именно потому, что речь идет про фьючерсы на месяц вперед, и там пусть немножечко, пусть самую малость, но все забоялись прекращения поставок или, по крайней мере, прерывания поставок СПГ, который идет из Катара. И пусть Катар не является определяющим игроком в Европе, но он является крупным игроком, одним из крупнейших поставщиков СПГ, и заместить этот СПГ каким-то другим, вдруг кто-то не знает, невозможно. Чисто физически нету другого СПГ в мире. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же, где будут и реквизиты для желающих финансово помогать нашему проекту, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, и подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. На сегодня все. Всего хорошего.